Друзья, всем привет! Сейчас мы находимся в Москве, скалодром Big Wall. Сегодня поговорим о двух новых элементах. Это пробежка на далекое расстояние, и второе, это будет лазание по потолку. В первом видео я рассказывал о важности замаха ногой. Вот здесь вот будет ссылка. Здесь то же самое, очень важен замах ногой. Чтобы нам достать до зацепки, нам будет очень тяжело сделать рывок только руками. И здесь пристановка ноги уже не работает. Опять же, нам будет тяжело перейти туда. Особенно если это не белая зацепка, например, а уже синяя, которая находится дальше. Здесь нужно поставить ноги в крест и желательно держаться одной рукой. Потому что тогда мы можем маятник сделать намного больше, нежели двумя. Далее наша задача после маха сделать отталкивание правой ногой, затем левой в крест и еще правой. Тогда мы будем брать зацепку, которая нам нужна. Здесь много вариантов разных. Есть более активные зацепки, самые хорошие. И плюс при этом сложность движения меняется от того, насколько далеко стоит финишная зацепка. Соответственно, чем дальше зацепка, тем нужно сильнее сделать мах ногой и больше шагов. Добавляется координация. Разберем 3 случая. Это с самых легких, с белых до вот этого шарика. Мы становимся, отводим ногу и делаем замах с перестановкой. И тут можно еще присесть. Если мы приседаем, то мы гасим всю свою инерцию, и нам намного проще удержаться. Если мы напрямую руку, то нас начинает нести, и тут маятник, он нам может помешать удержать зацепку, и мы свалимся с нее. Следующее движение уже значительно сложнее. Зацепки, конечно же, стоят лучше, но они немного дальше друг от друга расположены, от этого вызывает сложность. И зацепка, на которой нам нужно прилететь, практически на метр дальше, чем белая. Здесь нужно сделать еще больше шагов и намного сильнее сделать взрыв рукой. Пробуем. Плюс, чем мы сильнее прижимаемся к стене, что вы уже знаете, тем легче нам пробежать. Конечно же, здесь очень влияет фактор страха, то, что мы можем зацепиться за какие-то другие зацепки, но единственный возможный вариант – это постараться об этом не думать. Сейчас я покажу самый сложный вариант с оранжевой зацепки на вон ту оранжевую расстояние. Я думаю, что здесь где-то 3,5 метра. Может быть, даже и побольше. Такое координационное движение будет непросто сделать большинству наших спортсменов. Я уже отработал данное движение, поэтому не подумайте, что у меня получилось с первого раза. Было сделано много попыток, чтобы достичь этого результата. Помимо того, что здесь это движение надо сделать по технике качественно, тут еще и надо очень мощно удержаться на 2 руках. На одной руке это будет делать очень тяжело, поэтому я добавил вторую. А теперь пойдем лазать по потолку. Нависание порядка 75 градусов. Сейчас мы разберем несколько важных моментов и пролезем вот эту легкую трассу по потолку. Категория ее ориентировочно 6А. Смотрите, очень важное правило в скалолазании. Всегда нужно работать ногами. Если вы думаете, что скалолазы лазают на руках, то вы глубоко ошибаетесь. Ноги очень важны, особенно на потолке. Казалось бы, что здесь работает очень сильно корпус, но если ноги у нас слетают, то тогда вся нагрузка переходит на руки, и это усложняет задачу в 2, а то и в 3 раза. При нагрузке, если мы ставим носок, надо опять давить на плоскость, как я уже вам говорил. И при этом включать вместе с корпусом наши ноги. Когда мы стоим в планке, у нас весь корпус натянут в напряжении. Здесь то же самое, надо напрягать корпус, чтобы нога работала именно на зацепке. Если мы ставим пятку, то она у нас работает на плоскость. Мы стараемся грузить именно плоскость зацепки. Давим перпендикулярно зацепке, не забываем. Уже такая неслабая нагрузка на корпус.
Но если мы будем качественно работать ногами и не отпускать, то нам будет значительно легче работать. Вот эти зацепки не очень хорошие, и если у меня уйдут ноги, то получится очень большая нагрузка и большая вероятность, что я упаду. Особенно если я физически еще не готов держать одними руками такие зацепки. Поэтому еще раз возвращаемся на трассу. Ноги держим и не торопимся, шаг за шагом. Сначала поднимаем ногу, потом рука. Опять нога, рука. Здесь нам нужно сделать дохват, поэтому опять же правильно расположиться. И при этом прижиматься к стене все равно. Работаем пяткой. И корпус держим, опять же, у стены. Мы не проваливаемся вот так вниз, нам надо всегда быть прижатым. Тогда нам будет легче работать на трассе. Финиш. 2 руки. Еще один момент. Многие берут финиш одной рукой и расслабляются, думают, что все, зацепка хорошая, у меня все получилось. Это неправильно. Сначала надо сделать четкий финиш, потом уже расслабиться, отпускать ноги и все прочее. Потому что чаще всего, когда вы расслабляетесь раньше времени, у вас может соскочить нога, будет маятник, и вы упадете с финиша, что очень обидно. Поэтому моя рекомендация такая, что надо держать концентрацию до самого последнего момента. Пока вы не взяли финиш 2 руками, не расслабляйтесь. А сейчас я эту же трассу пролезу только на руках, не используя вообще ноги. Такой вариант очень хорошо подойдет сильно развитым спортсменам физически. Здесь можно совсем не использовать технику. Просто в лоб лезем на руках. Если мы много подтягиваемся, а здесь такие хорошие зацепки, то у вас обязательно получится. Вот так все просто. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если вам этот ролик был полезен, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И до новых встреч. Всем пока.